Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о сне и об одном из последних открытий 2017 года в этой области, а также насколько обязательным условием для способности организмов спать является наличие у них мозга. Большинство из нас воспринимают сон как способность обработки информации мозгом и очистку организма от токсинов перед новым днем. Но, как показали исследования, даже те организмы, у которых отсутствует мозг, также спят. Для начала дадим научное определение такому явлению, как сон. Сон – это функциональное состояние центральной нервной системы и соматической сферы, характеризующееся отсутствием активного взаимодействия организма с окружающей средой. Заметим, что в этом определении нет ни слова о роли мозга. Кроме того, словом «сон» люди, как правило, называют последовательность образов, формируемых в течение фазы быстрого сна, который человек может помнить. Наблюдая за сном, можно выделить основные признаки сна, такие как отсутствие реакции спящего на легкие прикосновения и слабые звуки. То есть нужно очень сильно потревожить спящего для выведения его из этого состояния. Также пробуждение происходит довольно медленно, и при недостаточной для организма продолжительности сна в течение следующего дня наблюдается пониженная активность, вплоть до момента, когда организм наверстает упущенное. На основе этих признаков трое аспирантов из Калифорнийского технологического института под руководством биолога Пауля Штейнберга решили посмотреть, может ли спать простая медуза, у которой отсутствует мозг. Однако в ее колоколообразном теле присутствует кольцевая нервная система. Рэвин Нетт, Клэр Брэдбрук и Майкл Абрамс наблюдали за несколькими видами перевернутых медуз из рода Кассиопея, которые склонны висеть неподвижно в мелких тропических водах, перевернувшись вверх щупальцами. Медузы питаются морскими водорослями, которые поступают в их тела с водой в процессе пульсации колокола с определенной частотой. Таким же образом выводятся и отходы. Для наблюдения медуз из рода Кассиопея поместили в аквариум и в течение 23 дней наблюдали. И выяснилось, что частота пульсации колокола медуз ночью снижается с 60 до 39 в минуту. Для проверки, спят ли медузы, их проверяли на признаки реакции на внешние раздражители, а также следили за динамикой активности их после пробуждения. И выяснилось, что в течение 30 секунд после пробуждения Кассиопеи ведут себя словно пьяные. Также медуз тревожили в течение ночи небольшими струйками воды, не давая спать, после чего у медуз снижалась активность днем и восстанавливалась лишь на следующий день после полноценного сна. А в завершении эксперимента медузам вводили мелатонин, после чего они также впадали в сонное состояние. Таким образом, ученые доказали, что некоторым организмам без мозга, таким как медузы рода Кассиопеи, тоже необходим сон, потому как отдельные нервные клетки также нуждаются во сне, где бы они ни располагались в организме. Следующие эксперименты ученые намерены провести над губками, которые стоят на более низкой ступени развития.